Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с вами создадим вот такие красивые резиночки с цветами из фоамирана. Для создания таких резиночек нам понадобится иранский фоамиран молочного и оливкового цветов. Для изготовления цветочков я пользуюсь фигурным дыроколом диаметром 1,5 дюйма. Это очень удобно и быстро. Но если у вас нет такого дырокола, то вы можете изготовить шаблон цветочка с 6 лепестками самостоятельно. Для того, чтобы края заготовок наших розочек при вырубке их дыроколом из фоамирана были четкие и не рваные, я складываю фоамиран вдвое и так вырубаю дыроколом. Для одной розочки нам понадобится 6 заготовок, для всей резиночки 18 заготовок. Делаю надрезы на наших заготовочках вот таким образом. Это позволит нам собрать красивый цветочек. Для сборки нашей розочки я использую проволоку толщиной 1 мм. Мне удобно собирать розы на такую проволоку, она довольно прочная и не гнется во время сборки. Надеваем нашу первую заготовку на проволоку и приклеиваем первые 2 лепестка. Сначала я приклеиваю противоположные лепестки, а затем 4 оставшихся. Теперь берем вторую заготовку и приклеиваем к первой. Клей мы наносим на каждый лепесток капелькой, так будет удобнее потом их склеивать между собой. Приклеиваем поочередно каждый лепесток к основе. Если сразу приклеить все лепестки вам покажется сложным с первого раза, то просто приклеивайте лепестки по одному. Но помните, что последний лепесток нужно завести под первый, так наш цветочек будет смотреться гармонично. Приклеиваем аналогичным образом все наши 6 заготовок. Во время сборки цветочка следите за тем, чтобы у каждой последующей заготовки ее лепесточки располагались между лепесточками предыдущего ряда. Когда наша розочка готова, мы просто снимаем ее с проволоки. Теперь, когда все наши розочки готовы, нужно соединить их в букетик. Склеиваем 3 розочки друг к другу. Клея наносим немного, только лишь на пару лепестков. Розы в букетике не должны быть скомканы и сжаты. Композиция должна как бы дышать. Теперь приступаем к созданию листочков. Утюг ставим на 2 точки или в зависимости от мощности можно ставить и на 3. Экспериментируйте. Нам понадобятся квадратики из оливкового фоамирана размером примерно 3 на 3 см, молд, лист розы или любой похожий. И обязательно меламиновая губка. Я люблю именно меламиновые губки за то, что от них не остается следов пор на обратной стороне листика. Прогреваем наш фоамиран на утюге. Прогреваем хорошенько с разных сторон, чтобы потом у нас получился очень хороший отпечаток.
Затем мы кладем быстренько этот квадратик на молд и с силой прижимаем губкой. Центральная прожилка молда должна располагаться по диагонали квадрата. Вот такой отпечаток у нас получается. Делаем 6 таких листочков. Для того, чтобы вырезать симметричный листик, я складываю квадратик по центральной прожилке и вырезаю вот таким образом. При вырезании я как бы натягиваю левой рукой фоамиран, а ножницами в правой руке подрезаю. Такое вырезание листьев требует определенного навыка, но после нескольких минут тренировки у вас все отлично получится. Теперь склеиваем листики по 2. Для украшения я буду использовать вот такие крупные тычинки диаметром 5 мм. Можно взять и мелкие, да и вообще любые тычинки, которые вам нравятся. Но мне захотелось использовать именно такие. Я давно их приобрела, но никак не могла найти им применение. Берем 5 тычинок и приклеиваем их к листикам. Теперь нам нужно наши композиции с листиками и тычинками приклеить к нашему букетику вот таким образом. Приклеиваем с 3 сторон. Стараемся, чтобы все было со всех сторон ровно, чтобы нигде не торчал клей, чтобы в промежутках его не было видно, чтобы все было красиво. Вот такая композиция у нас получилась. Давайте прикрепим к ней резиночку. Нам понадобится квадратик из фетра 3 на 3 см, резиночка и отрезок репсовой ленты 0,6 см. Вырезаем из нашего квадратика круг и делаем надрезы для ленточки. На ленточку наносим клей и приклеиваем к ней резинку. Вставляем края ленты в надрезы на кружке и приклеиваем. И теперь обрезаем лишние краешки ленты, если они у вас остались. Теперь приклеиваем резиночку к нашей композиции. Такое крепление мне очень нравится, оно надежное. Резиночка всегда будет оставаться на своем месте, никуда не оторвется, не отклеится и прослужит своей маленькой хозяйке долго.
Вот такая красивая композиция на резинке у нас получилась. Молочные розы, тычинки и оливковые листики. Всем спасибо за просмотр моего мастер-класса. Ваши вопросы жду в комментариях. Пока-пока!